Good afternoon. Добрый день. I hope you're ready for us to begin. Надеюсь, вы готовы к тому, что мы будем сейчас приступать. I'll be speaking English. My name is Фрэнк Пьюселик. Меня зовут Фрэнк Пьюселик, я буду говорить на английском. Olga, who's beside me here, will help me speak Russian. Ольга рядом со мной будет помогать мне говорить на русском. I speak Russian, but so badly that you'd spend all the time laughing about my bad Russian instead of listening to what I had to say. Я владею русским, но если бы я работал на русском, вы бы все время потратили, чтобы смеяться над качеством моего русского, вместо того, чтобы слушать материал. We have a relatively short time to cover a lot of very important subjects, so I'll jump in. Нам осталось достаточно мало времени для того, чтобы осветить достаточно требовательные темы, поэтому приступим. Generally, this is called the challenges and opportunities for modern leaders. Я это называю вызов и возможности для современных лидеров. In the marketplace in which you all work, the difficulties of leadership are incredible. There's so many. В условиях того рынка, посреди которого большинство из присутствующих сейчас работает, невероятно сложно. We're caught in between two market structures. Мы с вами находимся посреди двух структур рынка. We're in the process of moving from one to the other, as you know better than I know. Но, как вам известно, гораздо, наверное, даже лучше, чем мне, мы находимся в процессе перехода от одного состояния к другому. And we are living in what we call a transition market. И мы с вами живем посреди того, что принято называть переходный рынок. Which, in fact, there is no such thing. В действительности такого явления не существует. It really means a mix of the two common markets. Переходный рынок в действительности означает некоторая примесь среди двух рынков. Closed market or controlled market. Контролируемого или закрытого. Which has all of its own rules and procedures. У которого свои собственные правила, принципы и процедуры. In a closed market, you must follow the rules. И в закрытом рынке вы действительно должны придерживаться своих принципов и правил. And what we call a competitive market. И то, что называем конкурентный рынок. Yeah, some people call it an open market, but you know and I know no market is absolutely open, so we call it competitive. Некоторые люди называют его открытым, но это не совсем соответствует действительности, поэтому мы чаще прибегаем к термину конкурентоспособный. So we're going to take a quick look at what competitive market means and what that means to a leader. Соответственно, мы немного времени посвятим, что значит работать посреди конкурентного рынка, что это значит для руководителя. So we'll give you some help there. We have some handouts for you, some PowerPoints for you to look at. Постараемся сейчас предоставить вам возможность посмотреть еще и PowerPoint. Okay, there we go. In a competitive system, конкурентной системе, which is the system I'm going to be talking about. В принципе, та система, о которой я буду говорить. The closed system or the controlled system, you guys are all professionals in, and you know how to do that. В закрытой конкурентной системе, как жить и работать в той системе, вы все профессионалы, и, соответственно, этому я уделять внимания не буду. And I'll be in the front row in your seminar on that subject. По тематике «Как выживать в закрытых рынках» я буду участником ваших программ, знаете, в первом ряду. I've been living and working in the Russian-speaking world for 27 years. Живу, работаю уже суммарно около 27 лет на территории бывшего Советского Союза. So I've got a pretty good idea how things work. Соответственно, у меня есть неплохое представление, как что здесь устроено. But we're going to focus primarily on the competitive system, so you'll have more of an idea of how to make that work better, I hope. Но фокусироваться будем сегодня больше на конкурентном рынке. Каковы навыки, каковы принципы. Будем надеяться, что это будет более полезно для вас. So you see the PowerPoint in front of you. Соответственно, как вы видите сейчас слайд перед собой. We divide the challenges of leadership into two areas: responsibilities and functions. Мы разделяем сферы взаимодействия руководителей на два подвида: обязанности, ответственность и функции. Let's take a look at functions. Давайте для начала рассмотрим функции. Because here's where some of the incredible complexity of leadership comes in. Потому что именно там начинаются одни из самых таких затруднительных, комплексных вопросов. In order to be an effective leader in a competitive company, in a competitive system, Для того, чтобы являться лидером, руководителем в конкурентных системах, you must have 5 very different functions or skill sets that are always interacting with each other. 5. От вас требуется 5 функций, которые достаточно различны между собой. One of 5. them, Одна из них. the first one, is what we call task supervision, which Первое, basically means контроль над выполнением задач, что по большей части означает leading.
Непосредственное руководство. controlling behavior, Ситуация, где контролируется исполнение. Giving out tasks, Где поручаются задачи. teaching your people to do the tasks if they don't know how. Пример, где вы обучаете своего исполнителя, как выполнять задачу, если ему это неизвестно. Constantly increasing the productivity and the motivation of the people who work for you. При этом происходит постоянное повышение мотивации и исполнительности тех людей, которые находятся у вас в непосредственном подчинении. Solving problems, Решение проблем, cleaning up after mistakes. ситуация, где вы пытаетесь исправить ошибки допущенные. Basically, doing everyday work is managing or supervising the behavior of the people who work for you. По большей части вы наблюдаете, вы ведете, вы исправляете какие-то действия, которые так или иначе были выполнены вашими людьми. Some people are eaten up by this simple function, by this main function. Некоторых руководителей поглощает рутина сугубо функции непосредственного контроля прямого выполнения задач. It's a difficult function because some people will go home at the end of the day feeling like they spent the whole day doing other people's work and never got to do their own. Функция достаточно затруднительная, потому что у большинства руководителей будет возникать ощущение, что они целый день только тем и занимались, что выполняли работу за своих подчиненных, и у них так и не освободилось время выполнять свои непосредственные обязанности руководителя. Либо же you work 10, 12, 14 hours a day and that's not enough to get your job done, and you know it. Вы отрабатываете по 10, 12 и 14 часов в день, и вы понимаете, что все равно переделать те задачи, которые перед вами находятся, неосуществимо, и вы уже это поняли. So I have a nice surprise for you. Соответственно, у меня для вас приятный сюрприз. That the best leaders, meaning the people who control employees, лучшие лидеры, подразумевая лидеры, которые предпринимали цель осуществлять контроль над исполнением дел подчиненными. Work at the goal of not spending more than 20% of their work time leading. Прикладывали усилия к тому, чтобы достичь цели. 20% от всего времени, которое я провожу на работе, отдается непосредственному контролю подчиненных. The idea is fairly simple. In great companies all around the world, идея достаточно простая. В лучших организациях, где бы они в мире ни находились, if you spend more than 20% of your time supervising, solving problems, teaching, если более 20% вашего рабочего времени руководителя вы отводите более чем 20% на то, чтобы наблюдать, контролировать, получать, раздавать задания, the idea is that it becomes impossible to do your job. Предполагается, что выполнять непосредственно вашу функцию как руководителя становится неосуществимым. What? I know that sounds ridiculous. Я знаю, звучит как издевка. But I'm afraid it's true. Но боюсь, что это правда. Okay. So, what's the other part of your job? Соответственно, каковы другие функции, если вы руководитель? The next one, number 2, it sounds simple. Следующее, номер 2, звучит просто. But it's not. На самом деле это не It's так. called communication. Звучит как коммуникация. Communication in all directions. Коммуникация во все стороны. And communication actually means the management of information. Под коммуникацией в действительности подразумевается ситуация, где вы работаете с информацией. In today's competitive world, В сегодняшнем конкурентном мире the premier responsibility, the premier skill of effective leaders основная ведущая ответственность, основной навык руководителя is the management of information. умение работать с информацией. There's a simple axiom in competitive business. В конкурентном бизнесе существует обычная аксиома. The company that manages information the best is the company that wins. Компания, которая наилучшим образом умеет работать с информацией, компания, которая выиграет. Или же information is the key to success. Следующая фраза: информация – ключ к успеху. So, you collect information, Поэтому вы собираете you информацию, analyze information, анализируете you информацию, store information, сохраняете you информацию, adjust information, так или иначе ее you корректируете. take several sources and put them together, Берете несколько разных источников и пытаетесь you hold on to information, Вы сохраняете информацию, you pass information to other divisions, other groups, передаете другим группам, другие in подразделения, reports and conversations. в отчетах, беседах. Okay. You pass information up, Передаете информацию вверх, you pass information down, передаете информацию вниз. and how you do all of that every day И то, как вы делаете все вышеописанное с утра до вечера, целый день, каждый день, is the key to success in great и organizations. будет ключом к успеху в лучших организациях. Of course, you have to be a good leader.
Естественно, вы должны быть эффективным руководителем. But everybody's a good leader Но все могут быть эффективными руководителями in great companies, в прекрасных which of компаниях. course you are or will be soon. Кем, естественно, вы уже стали и в ближайшее время планируете стать. The management of information. Менеджмент информации. We'll talk a bit later more about information because it's such a key skill and so important. Позже еще будем возвращаться к аспекту информации, потому что это очень важный аспект, ключевой навык. The third skill Третий навык. is a skill that often gets overlooked for importance. Навык, который часто пропускают, зачастую не придавая значения его важности. It's simply called В простом понимании называется coordination. координация. Okay. In organizations, В организациях the behavior, the coordination of events поведение при ситуации, когда необходимо скоординировать какое-либо мероприятие или событие, is your responsibility ваша прямая ответственность. at every level below you. На любом уровне, что происходит, если люди работают в вашем подчинении, это ваша ответственность. Right people, Должный человек, right place, в должном месте, right equipment, с требуемым оборудованием, right coordination with others, правильно согласовав свои действия с окружающими, right resources, имея должные ресурсы, proper instructions, подготовленные, получившие инструкции, prepared to carry out complex tasks. готовы выполнять комплексные задачи. If you have people standing, if you have people waiting, Если люди стоят без дела, если люди дожидаются чего-то, wrong people, wrong place, wrong time, не тот человек, не там, где его ждали, не в то время, you're throwing money out the window. вы тогда выбрасываете деньги в окно. Those people are being paid. Так или иначе, исполнителям оплачивают их The время. tasks they're supposed to be doing need to be done. Задачи, для которых их позвали, в любом случае должны быть выполнены. And coordination takes time, it takes skill, it takes work. И для того, чтобы скоординировать людей, необходимо время, нужно иметь должные навыки и действительно нужно прикладывать усилия. Now, you might not have to do all of the coordinating for all of the levels below you. Теперь вы можете не заниматься непосредственной координацией на каждом из уровней, которые работают в вашем подчинении. It would be impossible. Это невозможно. Тем не менее, You are responsible ваша прямая for ответственность making sure удостовериться в that следующем. all of the coordination issues that happen below you are done with excellence and effectively. Удостовериться в том, что все необходимые действия сделаны эффективно, люди осведомлены, и все, что происходит под вами, делается так, как должно быть. So that's incredibly important. Соответственно, это очень важно. Look at the next one. Смотрите на следующее. Oh, guys, you know this one drives you crazy. Это вы знаете, это вечно доводит вас до горячего. Acquiring resources. Подбор ресурсов. What do you know? Что вам известно за Whatever equipment you're using now, каким бы ни было то оборудование, которое вы используете на сегодняшний день, you're not going to be using 6 months from вы now. не будете им пользоваться через 6 месяцев. Whatever technology, Какой бы ни была whatever технология, processes, каким бы ни был процесс, okay, but whatever system, software, whatever it is that you're using is going to be obsolete soon. какой бы системой программного обеспечения вы не пользовались на сегодняшний день, рано или поздно оно устаревает. So who's examining the next? Тогда, кто занимается изучением следующей технологии, которой вы будете Who's пользоваться? reading the reports? Кто читает отчеты? Who's making sure that the next structure you use, the next system you use fits for you, actually fits and works? Кто старается удостовериться в том, что следующая выбранная система, следующий подход будет действительно вам подходить? All of you know this game. Каждый из вас знает следующую игру. We have a new software program for the operating process of our company. Игра называется «Нам закупили новый софт в компанию». It's fantastic. Фантастическая программа, We paid good money for it, дорогая, and it almost works. и она нам почти подходит. And as soon as our IT guys fix it, Как только IT-отдел скорректирует так, чтобы она полностью была рабочей, it's going to be great. будет отлично. And so we start the game. Соответственно, начинается игра. When will it be done? Когда оно Okay. закончится? And we get the same answer. И получаем тот же ответ. When I'm finished with it. Когда я завершу. One large company I knew bought brand new software for their entire operating function. Одна крупная организация, с которой я был знаком, подобрала программное обеспечение для производства. 35,000 employees Организация численностью 35 тысяч сотрудников. spread into filials over an entire region, Филиалы по всему региону. large region. Крупный регион.
And their new software almost worked. Их новое программное обеспечение почти им подходило. And they worked on it for 2.5 years. 2,5 года они его чинили. And had a very difficult time using their old software because they were incorporating the new software into it. Им было невероятно затруднительно использовать свое программное обеспечение, потому что старое, потому что они пытались в этот момент уже внедрять новое. They almost went back to faxes and paper. Они чуть было не вернулись к факсу на бумаге. Okay, for 2.5 years. 2,5 года. Now, none of you have experienced anything like that, of course. Безусловно, никто из наших слушателей в аудитории не сталкивался с подобным явлением. Because our IT guys are the best. Потому что наш IT-отдел, безусловно, лучший. I'm sure you know what I mean. Я уверен, вы знаете о чем. So, those mistakes should be prevented, not solved. Соответственно, подобные ошибки нужно предвидеть заранее и не заниматься их решением по факту. If you allow someone else to pick your new resources, Если вы поручаете, чтобы кто-то другой занимался подбором ваших будущих инструментов, someone else to do the final test or evaluation, кто-то еще занимался финальным тестом или оценкой, you pay. расплачиваться будете вы. You know what I mean? И вы знаете, о чем я. Yes, some of the acquiring resources is done by experts, and you might not have that expertise, but you better have good experts. Да, в некоторых сферах действительно сугубо эксперт способен выбрать следующий инструмент, но тем не менее вы должны быть осведомлены. And you need to make sure that they know exactly what you want and what you expect. И вы должны знать в точности, что именно вам необходимо и что вы ожидаете по факту получить от эксперта. Oh, and the last one, Последнее. our favorite, Наше любимое. planning. Планирование. Planning. When we don't have enough time in the day to work, Когда у нас заканчивается время в сутках на работу, when we have too many things that have to be done, когда слишком много вещей всплывает, которые нужно решить немедленно, usually it's planning that gets left for tomorrow. выпадает, обычно откладывается именно планирование. There's a phrase in business circles, in top level business circles. А в бизнес-кругах, в высших кругах бизнеса существует фраза. They say that companies that do not do excellent planning, Они считают, что компании, которые не посвящают себя планированию религиозно, they have a name for those у companies, них для таких организаций есть термин. and they call them the tail that wags the dog. Они их называют хвост, который начал вилять собакой. You know what I mean. Вы знаете о чем? Okay, the tail that wags the dog. Хвост, который виляет собакой. A lot of companies are very proud of their quickness in reaction to the market changes. Есть компании, которые считают собственным достоинством свою способность прыгнуть на новшества, изменения и, не разобравшись, ввязаться в дело. To the new products the competitor has, to Отреагировать на новый продукт, который был введен конкурентом. the changes in regulations, changes Отреагировать на in изменения в need, законодательстве, changes in market need, and so forth. потребностях рынка и так далее. Great companies don't brag about that. Лучшие не считают это своим достоинством. Great companies know the changes are coming before they come. Лучшие организации осведомлены о том, что грядут перемены, прежде чем они происходят. They are reading the research, they are talking to the legislators, they Они are общаются с законодателями. examining new resources. Они читают все источники информации, они занимаются анализом ресурсов. And great companies lead the changes, they don't react to the changes. Лучшие компании, они являются теми, кто внедряет изменения, а не идут в хвосте. That means good planning, Что означает хорошее планирование? good research, Качественная подготовка в виде evaluation of the market, good оценка рынка, research of the new technologies that are coming out. исследование новых технологий, которые скоро выйдут на рынок. Yeah, those 5 functions. Вот эти 5 функций. Ouch. Yes, that is the challenge of leadership. Да, это все вызовы лидера. Every leader in your organization is responsible for all 5 of these things. Каждый руководитель вашей организации, его непосредственной обязанностью являются вот эти 5 функций. Most leaders in our companies Большинство руководителей, типичных в наших с вами организациях, focus on the first 2 фокусируются на первых 2, and don't do the second one very well. да и вторую не дотягивают. We have a term in our companies that we call eaten up by the details. Как вы знаете, существует в наших компаниях термин, когда вас съедают детали.
It happens. Бывает такое. What does that mean? Что это подразумевает? It means that your people are not doing their jobs. Это значит, что ваши непосредственные подчиненные не выполняют свои обязанности. Because you've got too much work to do that are actually other people's jobs. Что означает, вы начинаете выполнять работу ваших исполнителей, которые должны были выполнять они. Those details should not be coming to you. Эти детали не должны до вас доходить. 95% of them should be solved before they ever get to you. 95% подобных деталей должны быть решены до того, как они вообще подойдут к вам. Only the most important should come to you. Только самые важные вопросы должны переходить к вам. So what does that mean? Соответственно, что это означает? Training your people, Обучайте making исполнителей. sure they're effective, making sure they're good at their jobs, Старайтесь удостовериться в том, что человек действительно эффективен на своем месте. making Старайтесь sure they're loyal to удостовериться you, в том, что люди привержены вам. making sure they actually work for you. Удостоверитесь в том, что они на самом деле, работая у вас, работают на вас. And that's leadership. И это лидерство. So the best leaders are the leaders who lead the least. Соответственно, лучшие руководители — это те, которые наименее директивны. But in order to get there, И тем не менее, дабы позволить себе you must такое, train your people, train your people, train your people, вначале обучаем людей, обучаем людей, обучаем людей, create positive motivation создаем позитивную мотивацию, so that those people are good, чтобы люди были эффективны, they care, им было не they're безразлично, doing the best they can every day, чтобы они каждый день делали лучшее, на что their personal способны, goals are the same as the company goals and your goals. и чтобы их персональные амбиции совпадали с тем, что является интересом вашим и интересом бизнеса. It could easily take 2 to 3 years to build a staff like that. Создать подобного рода исполнителей с легкостью может занять от 2 до 3 лет. And during that 2 or 3 years, things that should be getting done are not getting done, and you know it. И пока вы воспитываете, вы знаете, что на протяжении этих 2-3 лет вещи, которые кем-то должны быть сделаны, не делаются, вы это знаете. You're building a machine Вы выстраиваете механизм. that will carry you and your company for a long time to come. Тот механизм, который впоследствии будет нести и вас, и ваш бизнес в течение долгого времени. No way around it. Пардон, никакого You want- способа это обойти. You want to win the race? Если вы хотите прийти первым в забеге, You build the best car. собирайте лучший, самый качественный Then- автомобиль. Затем Get the best driver. находите лучшего водителя. You need them both. Вам нужен один и другой. The great car Лучший and the автомобиль great driver. и лучший водитель. Okay, you're the great driver. Хорошо, предположим, вы лучший водитель. What about that car you're driving? Как насчет той машины, которая в вашем распоряжении? It better be good. Уж лучше, чтобы она была хорошей. If it's not good, it doesn't matter what kind of driver you are. Если машина некачественная, неважно, насколько хорошим водителем вы способны быть. Somebody that's a far worse leader Кто-то гораздо более некачественный руководитель, чем вы, driving a better car за рулем более качественной машины, will go right by you. едет прямо мимо вас. Build your car. Собирайте машину. Yes, it takes time. Yes, it Да, takes work. требуется время, да, нужна работа. A great company is made up of great people. Отличные компании состоят из лучших. Very important. Очень важно. So then, of course, you have the responsibilities on the other side. Соответственно, у вас есть ответственность с другой стороны. Okay. Those are all basic, straightforward business skills. Все это по большей части прямолинейные навыки ведения бизнеса. Of course, what are you supposed to do? Make money. Естественно, какая ваша цель? Быть прибыльными. All those responsibilities. Те вещи, которые у нас указаны в списке ответственности. Departments, divisions, people you trust, people who do their jobs. Люди, которым вы доверяете, люди, которые выполняют свои обязанности. Human resources, public relations, HR, PR, your accountants, your specialists for working with your people, strategic бухгалтер, planners, специалист, который занимается стратегическим планированием. all part of the deal. Все это часть происходящего. Okay. Ready to go forward? Хорошо, готовы двигаться дальше? We're going to look at the key to success. Далее мы с вами рассмотрим ключ к успеху. If there is such a thing, here it is. Если такое понятие вообще существует, то вот оно. This is called the growth ladder. Это называется лестница роста. Okay. Growth ladder. What does it mean? Что подразумевается лестница роста? Good question. What does it mean? There we Хороший go. вопрос. Что же это означает? Okay, 1 second. You'll have it. Сейчас у нас будет. Oh, there it is. Okay. Growth ladder. Success ladder.
Лестница успеха. The training ladder. Лестница обучения. Yeah, that every time you move a person a step, every time you take a step, Каждый раз, когда вы переводите человека на следующий этап, на следующий шаг. Каждый раз, когда вы предпринимаете следующий шаг. every time you have a plan, Каждый раз, когда у вас возникает план. every step you follow on that plan. Каждый шаг, который вы предпринимаете по плану. The quality of your steps, the quality of your plans Качество ваших шагов, качество ваших планов is the quality of your business. и будет качеством вашего бизнеса. Okay, there's a principle in business. А в бизнесе существует принцип. If your goal is achievable, Если вашу цель возможно осуществить, if your measurements of where you want to go and where you are accurate, если вы четко определили для себя положение дел на данный момент при старте, и то, что вы обозначили для себя как цель, понятно. okay, those are the assumptions. Это умозаключение. I know where I По am. умолчанию. Первое. Я знаю положение дел. I know where I want to go. Знаю, куда я хочу прийти. Okay, and where I want to go is realistic. И то, что я перед собой ставлю в качестве цели, реалистично. I might want to have more money than Trump next week, but that's not very realistic. Возможно, я хочу иметь больше денег, чем Трамп на следующей неделе, но это не особо реалистично. Okay, so those three things necessary. Эти три условия являются неотъемлемыми. Now the magic. Дальше Here it самое. comes. Сейчас пойдет. If I have those three assumptions При наличии трех неотъемлемых условий, and I know how to make the steps, я при этом знаю, как предпринимать шаги, I cannot be stopped. меня невозможно будет остановить. Oh, do you hear that? Слышали? The skill in business Навык ведения бизнеса. is how to make the steps. Как предпринимать шаги. Or, what steps do I have in a plan? Или какие шаги у меня есть в плане. Whether that's a 10,000 steps building a new filial, Например, 10 тысяч шагов в том, как открыть новое подразделение. or 15 steps for an employee to have a new skill, Или 15 шагов для того, чтобы инсталлировать сотруднику новый навык. doesn't matter. Разницы нет. Growth ladder stays the same. Лестница роста остается прежней. Okay, so what are the steps? How do you guarantee the steps? Соответственно, как вы можете гарантировать шаги? You're looking at the growth ladder. Перед вами сейчас лестница роста, вы Okay, смотрите на нее. that PowerPoint is in front of you. PowerPoint сейчас перед вами. Okay, first step, first requirement, Первое требование лестницы роста. not step, requirement. Не шаг, требование. That whoever is doing the step, Человек, который предпринимает шаг, you are absolutely sure has the skills necessary to do the step. вы абсолютно уверены в том, что человек, который собирается предпринимать шаг, действительно обладает навыками и умениями для того, чтобы предпринимать данный конкретный шаг. Please listen to the words I used. Пожалуйста, услышьте формулировку, которую я использовала. As the proven Обладает доказанными skills necessary навыками, которые требуются, to make the step. чтобы предпринять данный шаг. Proven. If somebody tells you they can do it, Если кто-то вам рассказал, пообещал, да, я знаю как, да, я умею, is that proof? является ли это доказательством? No. Нет. If somebody else tells you they can do it, Если кто-то еще говорит вам, что они знают, как это делать, is that proof? является ли это доказательством? No. Нет. So what does it mean, proof? Тогда что значит доказательство? Have you witnessed them successfully using those skills to accomplish a task? Были ли вы свидетелем того, как данный исполнитель успешно воспользовался обещаемыми навыками для осуществления реального результата? Okay, nobody said leadership is simple. Никто не сказал, что быть руководителем просто. It's not. Не так. So, proven skills. Соответственно, доказанными That's навыками. Первое. Second requirement, Второе требование. that the step can be done in a relatively short period of time. Шаг, который вы ожидаете, можно выполнить в течение достаточно краткого промежутка времени. A 6-month goal Цель, подразумевающая 6 месяцев на выполнение. is a killer. Это убийца. Okay, I'll be successful in 6 months. Через 6 месяцев я добьюсь успеха. So I work on this thing every day. Я каждый день работаю над этой целью, каждый день. Pretty soon I hate this thing. Достаточно скоро начинаю ненавидеть все мероприятие. It's like carrying a monster. Вы как будто пытаетесь нести... Yeah, I have to get it done, and it has to be done. So, Да, я пытаюсь это выполнить, это должно быть выполнено. human beings are humans.
Человеческие существа все равно остаются людьми. They're not machines. Они не оборудование. Human beings work good if they have interest. Человеческие существа, вероятнее всего, будут качественно выполнять свою работу, если у них присутствует определенного рода If they интерес. want to do something. Если они хотят что-либо выполнить. If they don't want to do Если something, они не хотят чего-либо выполнять, they can work. они могут работать They work slowly медленно and badly. и некачественно. Okay. They'll do what they have to, Они сделают то, что вынуждены, but nothing more. но не более. And that costs money companies. И Companies money. организациям это стоит денег. Yeah, probably both. Наверное, и то, и другое. Okay. So how long? Соответственно, как долго? Okay. Short term, Краткосрочность. okay, is the idea. Идея краткосрочность. In some companies, they believe if you can't accomplish a success in a week, Некоторые компании придерживаются принципа, что если через неделю вы не получите какого-то рода успех, then you're pushing people pretty hard. это означает, что вы достаточно жестко растягиваете людей. Some people are incredible. Some people can work for a month toward a specific goal. Некоторые люди великолепны, некоторые люди могут месяц прикладывать усилия, когда у них есть цель. And then when they accomplish the goal, they're happy. Okay, fine, yeah, И okay. когда они What's достигают next? цели, они говорят, да, окей, хорошо, здесь я молодец, дальше следующее. So complex goals Соответственно, комплексные цели are divided into many little goals. принято разбивать на очень большое количество мини-целей. Why is that important? Почему важно именно так? Because each small goal Потому что каждая небольшая цель becomes a success. становится успехом. A success is a motivator. Успех становится мотиватором. Success marks an accomplishment. Успех делает заметным определенного рода достижения. Human beings like to accomplish things. Человеческие существа вообще любят чувствовать, что у них что-то получается. So if I come to work Соответственно, если я прихожу на and работу, once every 3 or 4 days, и раз в 3-4 дня yes, I accomplish my small goal, я осуществляю свою небольшую цель, my boss sees it, мой босс says, это видит, good for you, nice job, молодец, хорошо, now we move on to the next step. теперь давай перейдем к следующему шагу и Okay, так. so step by step by step by step. Соответственно, шаг за шагом, шаг за шагом. So each step Поэтому каждый шаг should be able to be accomplished in a relatively short period of time. должна быть возможность его осуществить за достаточно краткий промежуток времени. A month maximum. Месяц максимум. That's pushing it. И это тоже усилие. Okay. When I work with troubled kids, Когда я работаю с сложной молодежью, we use growth ladders. мы используем лестницы роста. And when we start, Когда мы начинаем, all the people who work with them realize that we don't ask those kids to do anything that takes them longer than 10 seconds. люди, непосредственно начинающие с ними работать, понимают, не поручая ничего, на выполнение чего ушло бы до 60 секунд. 10 seconds. 10 секунд. Because if it takes them longer than that, they're going to fail. Потому что если сложному товарищу понадобится больше 10 секунд на выполнение задачи, он завалит дело. Hopefully. Your employees are not at the stage in life where you need to have a success every 10 seconds, I hope. Я надеюсь, давайте надеяться на то, что ваши исполнители в ваших компаниях никоим образом не напоминают вам сложную молодежь, что не в состоянии сохранить интерес к порученному заданию дольше 10 секунд. Я надеюсь. I know some companies that start people out with having at least 1 or 2 successes every day. Я знаю организации, которые начинали с того, чтобы создать для человека ощущение осуществленного результата, по крайней мере, 2-3 раза в день. Small successes, but successes. Небольшой успех, но успех. Big successes Большие успехи, are made of a whole bunch of little successes. которые состоят из большого количества мелких побед. In most companies, in most situations, if you don't have the little ones, В большинстве компаний, в большинстве ситуаций, если у вас не будет мелких, you're not going to have the big one. больших не будет. Or if you have the big one, Или если большой и будет, it will have taken 2 or 3 times longer, понадобится в 2-3 раза больше времени, cost 3 to 5 times more, в 3-5 раз обойдется по факту дороже. and not be a very good result anyway. И результат сам по себе будет не самым лучшим. When I was first working in the Russian market, Когда я впервые только начинал работать посреди русскоязычного рынка, I had a Russian boss decide to help me русский босс решил, что он будет мне помогать. because I didn't understand Russian business. Почему? Я на самом деле не понимал русского бизнеса, цитата. That's exactly what he told me. Это в точности то, что он мне He сказал. said, listen, Frank, Слушай, Фрэнк, you need to understand this. ты должен понимать следующее.
In the Russian business market, в русском рынке, if you have a project если у тебя есть проект, and you ask your people to do this project, ты говоришь людям, что они будут его делать, and you tell them what you want, ты им говоришь, чего ты хочешь, and they make a plan, они and they come планируют, back, возвращаются к тебе, and they give you the plan. выдают тебе план. The plan says it will take 7 months, План говорит, что понадобится 7 месяцев, and it will cost $500,000. и стоить будет $500,000. He said, don't pay any attention. Говорит, не обращай внимания. Okay, it will cost 3 times this Тебе это much, обойдется в 3 раза At дороже least. по факту, минимум. and it will take, no, sorry, it will cost 5 times В 5 as раз much, дороже. and takes 3 times as И в long. 3 раза дольше. So they tell you 7 months, Они тебе говорят 7 месяцев, 2 years for sure, точно 2 года. and at least $2 million. И минимум $2 миллиона. It's a Russian business. Русский бизнес. But we all know this, so it's okay. Но все мы это знаем, поэтому все окей. And he was being serious. He was trying to be Он helpful. говорил об этом, он действительно старался помочь. You know, and saying, oh God, where am I? Okay. So, but of course we're better than that. Естественно, мы и This was- близко так не You работаем. like it? Это же было This was in 1989. 89-й год. 1989. 89-й год. Some of you are probably old enough to remember doing business in 1989. Некоторые из вас уже, наверное, в достаточном возрасте, чтобы помнить, как эти дела в 89-м году. Different animal. Это уже другое Look at представление. the third step, the third characteristic on the Смотрите на growth ladder. четвертую характеристику в лестнице роста. It's called low risk. Называется низкий уровень риска. Interesting variable. Интересная переменная. What does it mean? Что подразумевает? Let me give you an example of what happens. Давайте приведу пример, что происходит. Let's say that I have a plan that I have built for my employee, and Давайте предположим, у меня есть план, который я выстроил для своего исполнителя. we work together. Мы вместе работаем. Okay. So, in the plan, Соответственно, в плане one of the steps is один из шагов. that the employee needs to go to speak with the banker Сотрудник, например, должен отправиться провести переговоры с and банкиром, get a signature on a document получить подпись на документе, that will help with the plan for one of the loans to do building of one of your projects. и что должно помочь одному из ваших проектов получения кредитной линии. Yeah, and he doesn't want to, and he says, okay, fine. Сотрудник говорит, да, хорошо. But he won't do it. He keeps having excuses that he Но won't do it. продолжает придумывать оправдания, почему это до сих пор не было сделано, почему не получается. I was a few minutes late at the meeting and he Он wasn't несколько there. минут задержался, пришел на встречу позже, и его уже там не было. I had an emergency. I had to. Следующее. У меня были семейные обстоятельства, я ничего не мог с этим поделать. What you find out later, Что выясните позже? he doesn't know the banker. Человек не знаком с банкиром. The banker has a reputation of being very important У банкира репутация очень статусного, and very direct, a hard очень communicator, прямолинейного, жесткого коммуникатора. and he's scared to death. И он просто боится его до смерти. He's afraid of that guy. Он боится He's afraid человека. of making a mistake. He's afraid of getting in trouble, Боится, что кто-то узнает, что он не справился, and he doesn't want to tell you that. но он не хочет вам об этом говорить. But here seems to be a very simple step, and he's not doing it. Но, казалось бы, достаточно базовый, начинающий шаг в плане, но человек не делает этого по факту. So you want to check and make sure Соответственно, вы хотите сверять и that следующее. he's not just scared. Что нет того явления, исполнитель просто боится выполнять то, что нужно делать. Or afraid, or has a sense of high risk. Или что у исполнителя нет ощущения высокой ситуации, высоко рискованной. One of the most common mistakes we make as business people Одна из распространенных ошибок, которые допускаем мы, как люди is when we бизнеса, look at the steps that we give to somebody else, когда начинаем рассматривать шаги, которые мы собираемся поручать другому, we think to ourselves, у нас про себя появляется реакция Easy. внутри. I know the guy, he's Я okay. знаю человека, все с ним хорошо. So he's a little rough, don't pay any attention, you go on. Не обращай никакого внимания, говори по делу и двигайся дальше. So you measured your own sense of risk. Соответственно, ставя задачу, вы смотрите на задачу своим собственным восприятием риска. And so the person being afraid to do it makes no sense to you. Тот факт, что кто-то может вообще бояться это выполнять, для вас совершенно нелогично. Next step. Следующий шаг. What are you asking them to do? Что вы просите его выполнить? Now,
early on in a person's tasks and in a person's career. В самом начале, по мере того, как человек начинает выполнять определенные задачи, по мере того, как человек только начинает свой путь на работу. It's incredibly important Невероятно to be as specific as possible. быть настолько конкретным, насколько это вообще возможно. Analyze this product. Задание следующего рода. Проанализируй продукт. You better be absolutely sure that that person has a process for analyzing that you understand and you appreciate, and that he knows that you want him to do that process. Вы должны быть уверены, что человек выполняет именно тот процесс, который вы озвучили. One of the most common damaging aspects in business is a misunderstanding of what task is being given. Одна из самых распространенных, часто встречающихся ошибок – исполнитель неправильно понимает ту задачу, которую ему поручили. I've seen some really sad situations happen because the boss was not specific in making sure that the person knew exactly what he was expecting his employee to do. Я был знаком с достаточно печальными кейсами, когда были допущены ошибки просто по причине того, что руководитель недостаточно четко объяснял, что должно быть сделано. Sounds simple? Звучит просто? It's not. Это не так. You'll find out. Вы выясните. Okay. And the last. И последнее. Okay. Success. How do you know when you finish the step? How do you know when you're done? Успех подразумевает следующее. Как я узнаю, что порученное задание было выполнено? Как я узнаю, я завершил? Sometimes the doing of the task itself, the success is obvious, sometimes not. При выполнении некоторых задач тот факт, что вы достигли успеха, очевиден, хотя бывают случаи, когда это не явно. Make sure that the person knows what success is. Удостоверитесь в том, что исполнитель четко знает, как будет выглядеть, звучать и формулироваться успех. When you finish this task, you will have this and this and this. Например, ты выполнишь поручение тогда, когда у нас будет первое, второе, третье. So when you finish this task, please bring me this and this and this. Когда выполнишь, пожалуйста, дай мне А, Б, С. They bring it to you. Вам You приносят. look at it. Вы смотрите. Well done, nice job. Thank you so Хорошо, much. молодец, большое спасибо. Now move on to the next task. Теперь переходи к следующей задаче. Guys, I know this sounds simple. Я знаю, что звучит как очень базовые вещи. Okay. 90% of the time, 90% случаев, when I'm called to help a company, когда ко мне обращаются с просьбой помочь компании, the major difficulty in that company is the как правило, inability самые большие сложности в таких компаниях – это неспособность to accurately plan, process steps for business. четко спланировать шаги выполнения задач в бизнесе. I've seen people say, my employees don't know what to do. Например, я был свидетелем того, как руководители говорят, мои сотрудники не знают, чем заняться, не знают, My что делать. employees are stupid. They're always making У mistakes. нас глупые сотрудники вечно допускают ошибки. The results are never as good as I need. Результаты никогда не бывают такими, какими я хочу их получать. That is the problem of leadership, not employees. Все вышеперечисленное является симптомом того, что проблема у руководства не у исполнителей. If they don't know what you want, Если человек не знает, что вы хотите, they will give you what they think you want. они вам будут предоставлять то, что, как им показалось, вы хотели. That was the game in the past market. Это было названием игры в прошлом рынке. To give the people the goal, Озвучить человеку цель. don't tell them exactly what result you expect, but tell them you want this much money or this or that or Не this. описывать точности, какой результат вы ожидаете получить, но как-то очень общими терминами объяснить сумму или что-то еще. Затем, No matter what they gave to the boss, что бы исполнитель не приносил руководству. the boss would tell them it was wrong, stupid, bad. Руководство скажет, тупой, неправильно, плохо, зачем принес, не то, что нужно. It gave the boss a chance to be critical, Соответственно, у руководства был шанс критиковать, to humiliate, унизить, to demonstrate their power, продемонстрировать to собственную prove власть, their knowledge, доказать свою компетентность. because that was the goal. Потому что такой была первоначальная цель. Effectiveness, no. Quality, no. Profit, no. Эффективность нет, прибыль нет, качество нет, Control of the boss. контроль руководителя. So always set people up to fail. Поэтому бесконечное количество прецедентов, когда исполнитель может So that you can humiliate them быть унижен, and prove what a great boss you are. дабы доказать, какой вы первоклассный босс.
It's fine. Все в порядке. If the purpose of your business is control, Если цель вашего бизнеса получить контроль. the purpose of your business is making money, Если цель вашего бизнеса стать прибыльным. doesn't work. Не работает. So, there it is. Вот оно. Okay. That's the growth ladder. Это лестница роста. Every step. Каждый шаг. Now, could we talk about that for another 3 hours? Yes, we could. Теперь, теоретически, можно ли об этом говорить следующие за этим 3 часа? Безусловно. Okay. Let's go to the next slide. Давайте перейдем к следующему слайду. Wow. This is a topic for 2 days. Следующая тема обычно на 2 дня. Let me see if I can do it in 5 minutes. Давайте посмотрим, что сделать за 5 минут. Okay. At least enough to give you a hint, to give you an idea. Достаточно озвучить, чтобы намекнуть вам, чтобы дать вам некоторое представление. What does it say? Каково утверждение? What's the essence of it? Какова суть ситуационного лидерства? That employees have tasks. У исполнителей есть задачи. At some of the tasks they're very good. В некоторых задачах они будут великолепны. At some of the tasks they're okay. В каких-то окей. And at some of the tasks they're bad. В некоторых задачах некачественно. So that's called a situation of leadership. Соответственно, ситуационное лидерство. Okay, so what does a good leader understand? Что понимает качественный руководитель? If the employee is very bad at a specific task, Если в какой-то отдельно взятой задаче исполнитель очень неэффективен, then when you lead that employee, тогда вы, будучи руководителем этого исполнителя, you must give them simple tasks and behaviorally specific information. должны озвучивать конкретное поведение для выполнения данной задачи. And short timelines and say, go do this and bring it back to me. Поручать индивидуальную работу на краткие промежутки времени и говорите, вот что ты должна сделать, принесешь мне, к этому времени я посмотрю. You're a teacher. Вы исполняете роль учителя. And you don't expect much. Немного ожидаете. But you teach as fast as possible. Но старайтесь обучать настолько быстро, насколько это возможно. After they can do the simple tasks well, Когда вы получили доказательство того, что исполнитель способен минимальные задачи выполнять then you качественно, change. тогда вы меняете подход. Now you start to give them more complex information. Затем информация, которую вы предоставляете на следующем этапе, более сложная. Now when they do something well, На следующем этапе, если человек выполняет at a качественно, very low level, but well, на очень низком уровне качества, но все равно you качественно, give them the information they need, вы выдаете всю информацию, в которой человек нуждается, and now you say, okay, good. и начинаете поощрять. Not great, but good. Не отлично, но уже хорошо. And people grow И человек начинает взрослеть. over a matter of weeks or months Недели, месяцы проходят in the task. по задаче. Okay. Now, and then they come to a point where Дальше наступает момент, they feel like когда they're getting pretty good. у человека возникнет ощущение, о, я неплохо это And делаю. they are middle good. И это действительно так, где-то на середине пути. But now something very special happens. Но на этом этапе происходит что-то совершенно особенное. Now they want to talk, not just listen. Теперь этот исполнитель хочет общаться, а не только слушать. And because they've been progressing for months По причине того, что вы могли наблюдать on this прогресс one task, уже несколько месяцев по одной из then you задач. say, okay, конкретной. Вы говорите, окей, let's talk about this. давай обсудим. So you open the door Соответственно, вы начинаете раскрывать дверь to conversations about the task. беседам о задаче. Productivity increases, Результативность Skills данного are increasing. исполнителя продолжает увеличиваться, навыки they get увеличиваются. better fast, Человек гораздо качественнее начинает что-либо делать, but you are spending a lot of time with them. и еще быстрее, но вы все равно продолжаете много времени уделять. They're colleagues now, not just employees. Теперь это не просто подчиненный, теперь это еще и коллега. They're motivated, they want to do good work. Человек замотивирован, человек хочет выдать качественный результат. But they need a lot of control and a lot of supervision and a lot of interaction. Много взаимодействия по-прежнему уходит на этого исполнителя, много контроля. But then the miracle happens. Но затем происходит They чудо. actually become very good at it. Наступает момент, когда человек действительно начинает делать это очень You качественно. don't need to interact with them much anymore. У вас больше отсутствует, больше нет необходимости много времени уделять взаимодействиям рабочим. They know when they do a good job. Человек знает, когда он эффективно справляется,
So now on this particular task, you trust them. Соответственно, в данной конкретной задаче вы доверяете исполнителю. Now you don't spend much time, Соответственно, теперь много времени ему не but you get уделяете. incredibly good results. Несмотря на то, насколько мало времени вы уделяете, вы продолжаете получать все более качественный результат. Those are called the 4 levels of development. Вышеописано называется 4 уровня зрелости. Your job as a leader Ваша задача в позиции руководителя is to bring your employee through all 4 levels. провести своих исполнителей на пути через каждый из 4 уровней. On each task. По каждой задаче. Now here comes. И начнется. Every employee Каждый сотрудник, has as many as 35 different у tasks. него вплоть до 35 разных задач. Each one of those tasks Каждая из задач can have anywhere from 10 to 100 behaviors. может быть от 10 Or до 100 действий. Each one of those tasks. По каждой из задач. And you're managing 35 tasks. Вы при этом являетесь человеком, который отслеживает все 35 и отвечаете за качество всех 35 задач. So the employee doesn't have a skill level. Соответственно, у сотрудника не будет конечного уровня рабочей зрелости. They're not a good employee or a bad employee, Человек не является просто хорошим или просто плохим except in a сотрудником. very oversimplified way. За исключением ситуации, когда нужно слишком упрощенно обозначить. Out of the 35 tasks my employee has, Из 35 задач, которые есть у моего they're исполнителя, very, very good человек великолепен. at as many as 30 of them. Вплоть до 30. So on those 30, По этим 30 I tell them what I want and give them a timeline. я называю вот результат, который мне нужен, вот к которому числу. That's a great employee. Вот это великолепный On the исполнитель. other 5, По оставшимся 5 they're splattered all over the other 3 levels. они где-то на своем уровне по каждому из 3. So that's a great employee. Поэтому это отличный But- исполнитель. Nobody is perfect at everything. Теперь, никто не может быть совершенством во всем. So what does a good leader do? Соответственно, что делает хороший лидер? Recognize what task is being discussed, Первое. Для себя получает ответ на вопрос, где находится та задача, которую мы сейчас будем обсуждать. recognize the skill level of this person on that particular task, Второе. Замечает, на каком уровне рабочей зрелости находится исполнитель, который должен работать по задаче. and treat them appropriately. И соответствующим образом с ним взаимодействовать. What's the wonderful thing about humans? Что замечательного в человеческих существах? They thrive in that environment, В такой среде человек начинает and they learn расцветать, fast. быстро обучаться. And they want to move to the 4th level just as much as you want them to move to the 4th level. И исполнитель хочет переходить на 4-й уровень зрелости так же, как и вы этого ждете. The 4th level has a wonderful name. У 4-го уровня зрелости есть чудесное название. It's called delegation. Называется делегирование. Okay? Delegation is the most effective form of leadership. Делегирование является самой эффективной формой управления. You get the best results Вы получаете наиболее качественные результаты. and interact with that person a very small amount of time. При этом очень небольшое количество времени вы уделяете на взаимодействие. Remember when we talked earlier? Помните, когда мы ранее с вами озвучивали? The great boss is the boss who leads the least. Лучшие руководители — это те, которые наименее директивны, которые на руководство уделяют как можно меньше времени. Which means that you have successfully moved your people to level 4 in most of their tasks. Что означает, вы успешно провели большинство ваших исполнителей по максимальному количеству поручаемых им задач через каждый из 4 уровней. Now you understand what I meant when I said Теперь вы понимаете, да, о чем я говорил, когда я вам говорил в начале? building the machine. Выстроить механизм. How many people do you have work for you directly? Какое количество людей работает у вас в прямом подчинении? 5, 10, 15? 5, 10, 15? If you have 10, Если у вас 10, you understand what that вы means? понимаете, что это означает? 35 tasks 35 задач for 10 people, на 10 человек. 350 tasks, 350 задач. each one of those tasks with specific behaviors necessary. Каждая из этих задач необходимые, неотъемлемые поведенческие проявления. And your job Ваша задача, в свою is to очередь, make sure every single behavior удостовериться в том, что каждое отдельно взятое is done проявление skillfully, accurately, and quickly. грамотно, достоверно и быстро. Oh,
Nobody said being great is simple. Никто не It's сказал, not. что оставаться лучшим просто, ничего простого в этом нет. The biggest mistake we make in this marketplace, Самая большая ошибка, которую мы допускаем в условиях местного рынка. we hire people, Мы подбираем на работу людей, skilled people, грамотных, умелых. and we delegate everything. И по умолчанию на входе делегируем все. We tell them what results we want. Мы говорим, какой результат нам нужен. There's your desk, Вот твой рабочий стол, there's your division, there's your department. вот твой департамент, Ready, go. готов, поехали. Okay. Ужасно. Doing that is you're creating Предпринимая подобное означает, вы начинаете порождать hundreds of competitive companies inside of your own company. сотни конкурирующих контор внутри собственного бизнеса. Another whole subject. Совершенно отдельная тема. Okay. When we get a chance to do this again for 2 or 3 or 4 or 5 days, И у нас в другой раз может появиться возможность сделать это с вами 2 дня, 6 дней. we can talk a lot more about Гораздо больше внимания можно уделять обсуждению the ins and outs. But тех нюансов. Тем не менее, every employee has tasks. у каждого исполнителя есть свои задачи. Every employee is at a different level at different tasks. Каждый исполнитель на своем уровне рабочей зрелости. Your responsibility as a leader, Ваша ответственность как лидера. recognize the level Заметить уровень for the specific task по данной конкретной задаче and lead appropriately for that task. и выполнять должное необходимое руководство по отношению к исполнителю в привязке к уровню зрелости задач. Situational leadership. Это ситуационное лидерство. Okay. We're moving fast now. Мы с вами быстро двигаемся. Okay. I promised to give you 5 key subjects. Я обещала назвать вам 5 ключевых тем. Okay. The next one is called Следующее называется The 5 Rules of Professional Criticism. 5 принципов профессиональной критики. Criticism is valuable. Критика ценна, полезна. Criticism can speed in skill building. Критика может ускорить процесс наработки навыков. But ideally, as you can see in the PowerPoint, В идеале, как вы видите на слайде, there are rules. что-то определенные If you правила. want to be in a competitive company, Если вы хотите быть частью конкурентоспособного бизнеса, if you want to be in a control company, если вы хотите оставаться в закрытых the системах, rules are completely different. там совершенно другой набор правил. So let's look at professional criticism rules. Соответственно, давайте сейчас с вами рассмотрим, как проводится критика, как предлагается критика в конкурентной среде. You know this, it's very simple. Вы это знаете, все достаточно просто. If you're going to be critical, Если вы собираетесь you критиковать, do it privately, делать это один на один, calmly, спокойно, okay, not with negative emotion, без негативных эмоций, but calmly. но спокойно. You do it quickly, get it over with. Делать это быстро и закончили You criticize behavior, not personality. Обсуждаете сугубо действия, поведение, поступок, не характеристики человека. And the simple rule for criticism is if you're going to criticize, Критики. Если вы собираетесь критиковать, you must be able to tell the person what you want them to do correctly. вы должны предложить описание того, как именно вы хотели бы, чтобы человек это делал по-другому. Not simply what's wrong, Не просто, что не так, что не в порядке, but what can be done correctly. но что может быть сделано верно. So, in the past market structure, Соответственно, в предыдущей структуре рынка criticism was done publicly, критика предлагалась emotionally, публично, for a эмоционально, long time, затягивалась, criticizing personality directly, прямые оскорбления личности, with no suggestion whatsoever of how to correct the без problem. малейшего предложения того, как это стоило сделать по-другому. Perfect. Идеальная среда. Perfect if your goal is humiliation and Идеальная control. среда, если цель для руководителя заполучить тотальный контроль над всем и вся и унижать подчиненных. Different game, different Это purpose. другая игра, и там другие цели. If your goal is quality, Если твоя цель получить качество, создать effectiveness, эффективность, motivation, мотивацию, then you use private, тогда один на один, calm, спокойно, quick, быстро, criticize behavior, критикуете сугубо поступок и and действия. offer recommendations for proper behavior. И рекомендуете, даете альтернативное действие по соответствующему поведению. And we come to the last point, И с вами подходим к последней теме, and maybe the best. что может быть лучше. Okay, 6 effective actions. 6 эффективных действий. 6 effective actions. These are going to be tough. Там будет сложно. Okay,
because they are the opposite Почему? Потому что они полярная of the противоположность effective actions from the past market structure. эффективных действий, которые противоположность тому, что когда-то было принято в предыдущей системе. Here we go. Сейчас. No public criticism. Первое. Отсутствие публичной критики. Public criticism does not happen in an effective organization. В эффективных организациях критики места нет. With rare exceptions. За редким исключением. Safety. Аспект выживания и безопасности. If you work in an explosive environment Если вы работаете в технологических предприятиях, and somebody does something that risks lives, и если возникает ситуация, при которой вы можете подвергнуть опасности жизни, you criticize publicly and immediately. то критика моментально и не So затрагивается. the exception is safety. Исключение является вопросом выживания и безопасности. In all other conditions, При no всех public остальных criticism. условиях никакой критики. Look at number 2. Смотрим на второй пункт. Okay. You'll see him in just a moment. Сейчас вы увидите. Okay. Wow. There you go. Look at number 2. Смотрим на второй пункт. Start meetings on time. Приступайте к своим совещаниям, собраниям, рабочим встречам вовремя. Oh, very important. Meetings were started late in the past marketplace on purpose to demonstrate power. В предыдущих рынках преднамеренно затягивались совещания для того, чтобы продемонстрировать власть. I'm important. Например, я важен, You'll wait значит, for me. вы меня подождете, Your time doesn't matter. ваше время значения не имеет. My time matters. Мое время, да. So sit there and wait. Соответственно, будете сидеть в коридоре и ждать меня. Or come late. Или придете позже. If I come late, it proves Если человек приходит вовремя, I don't care about you. доказательство, вы мне I don't безразличны. care about what I missed. I don't care about who you are. It doesn't matter Мне to все me. равно, кто при этом что говорил, мне все равно, что я пропустил. Look at number 3. Смотрите на третье. Finish meetings on time. Завершайте ваше мероприятие вовремя. Some of our meetings become prison. Некоторые из наших рабочих совещаний превратились в тюремное заключение. You are in my office. Вы у меня в кабинете. I will let you out Выпущу тогда, after we solve the problem. когда мы проблему решим. You will leave if I tell you you leave. Выйдите, если я скажу, что можно выходить. And we call those meetings. Мы их называем рабочие совещания. We should call them prison. Их надо назвать тюрьма. Again, you have somebody waiting for you? Опять-таки, вас кто-то ждет? Not my problem. Не моя проблема. You have work to do? У тебя свои задачи, которые тебе нужно сейчас Not делать? my problem. Не моя проблема. Okay. I can't run a meeting. Я не в состоянии I can't фасилитировать follow an agenda. рабочие совещания, придерживаться повестки дня. I'm incompetent. Я And who некомпетентен. pays for my Кто incompetence? будет расплачиваться за мою некомпетентность? You. Вы. With your time, with your energy, with your... Своим временем, своими силами. What? Because I'm the boss. Почему? Я буду. I'm important, you're not. Я важен, вы нет. So I'll keep you as long as I want. Это буду делать вас столько, сколько захочу. Okay. So, look at number 4. Смотрите на четвертый пункт. Okay. Be careful what you say. Осторожней с тем, что вы In обещаете. a great organization, В лучших организациях your word ваши обещания is considered the same as signing a contract. считаются равными подписанному контракту. If you say something's going to happen, Если вы заявляете, что это ваша ответственность, it happens. то это ваша ответственность. Simple as Это that. будет сделано и все. If it doesn't happen, Если этого не произойдет, they want more, 20 minutes more? нет. Yeah. You guys don't want me to leave, huh? Не хотите, чтобы я выходил, да? Okay. If you have the time, Если у вас есть время, that's fine with me. я возражать не буду. I'm just about ready to finish, but I can go back to some of the other things that we need to go back to. Вернуться чуть назад, тем вещам, которые нужно In fact, there's another subject that I'd really like to bring into this. которые я бы очень хотел сюда включить. So let's see how much longer you can put up with me now. Давайте посмотрим, как долго вы сможете меня терпеть. Okay. So number 4. Номер 4. Guys, in the past market structure, В предыдущих структурах рынка bosses said a lot of things that sounded important, руководитель озвучивал большое количество вещей, которые звучали важно, with no intention whatsoever of following through. без малейшего намерения еще и выполнять. And if we were lucky, they had assistants that would pick up and try and help and make things happen. И если вам в жизни повезло, то у большого босса будет ассистент, который в принципе закончит, напомнит или как-то что-то. But they had no intention of following through. Но у руководителя не было с самого начала ни малейшего намерения выполнять свои When they said something important,
important, когда они озвучили что-либо важное, or made a big statement of some kind, произносили какого-то рода серьезную that was the goal. это и было For всей people to целью. see them say something important. Люди увидели, как они произносят что-то важное. What else is there? They didn't have anything else to do. They had already been important, and that was the goal. Зачем еще что-то делать, если целью было произвести впечатление по мере того, как я это озвучивал? Plus, leaders in the past marketplace were very much wanted to be unpredictable. Лидеры в предыдущих структурах рынка жаждали создать себе славу непредсказуемых. So they behaved unpredictably. Соответственно, они вели себя как непредсказуемо. So people were always guessing, what's he going to do? What's he going to Дабы do? окружающие бесконечно задавались вопросом: боже мой, что же здесь будет, а что And же for здесь будет? them, Соответственно, для таких типажей that was a source of power. это источник силы. Okay. And in the competitive В system, конкурентной системе saying something and not following through озвучить что-то и не выполнить. is a symptom of stupidity or incompetence or Симптом both. некомпетентности или умственной отсталости, или и того и другого в одном лице. If you do that in an effective organization, if you say something and you don't follow through, Если вы будете так вести себя в эффективной организации, если вы сказали «да, хорошо» и при этом не дождешься, a big red X is put right across you. большой красный X ставится напротив вашей фотокарточки навеки. And everybody in that company Все knows в этой организации знают. this guy is worthless, he can't be trusted. Это ничто, полагаться не стоит. His word means nothing. Обещания, слова ничего не значат. And whatever promotions you were hoping to have, Какими бы повышениями вы не power, интересовались, effectiveness, respect, gone. о каком бы уважении вы ни мечтали, о какой бы власти там потенциально не шла речь, забудьте об этом. And very soon you won't work in that company. Что означало очень скоро в этом бизнесе If не the задержитесь. company is good at all, even a Если medium бизнес company, даже на среднем уровне своей эффективности. everybody knows. Окружающие очень быстро начинают Be понимать. careful about what you say, Аккуратнее с тем, что говоришь. because it's dangerous to say something and not follow through. Потому что брать на себя определенную ответственность и при этом делать так, чтобы она умирала по ходу, опасно. Oh, let's look at number 5. Давайте смотрим на пятое. Phones. Телефоны. Some of you guys are probably like me, you know. Некоторые из вас, наверное, такие, как я. There are times, Бывали моменты, quite a few times, немалое количество раз, when I would really wish that mobile phones were never invented. когда я мечтала о том, как было бы прекрасно, если бы телефоны никто не изобрел. I'm sure I'm not the only Я one. верю, что я не единственный. Yeah? Да? Sometimes when people call me, Иногда, когда люди мне звонят, I would love to tell them where I am. я бы с радостью им озвучил, где в этот момент я снял трубку. but I think it probably wouldn't be appropriate. Ну, наверное, это было бы неуместно. You know what I mean. Good Lord. You can do nothing without getting bothered by your mobile phones. Вы не сможете делать ничего, чтобы вас не дергал ваш мобильный телефон. So, phones. Соответственно, телефоны. Phones in the past market structure Телефоны в предыдущих структурах рынка were a symptom of power, were a tool of power. были инструментом власти. Interruptions during meetings Ситуация, когда человека отвлекают в процессе публичного совещания, was a way to show the people in the meeting that you're important, было способом показать людям на совещаниях, что вы важны и что-то значите, that you're powerful. что вы влиятельны. The more interruptions, the more power. Что чем чаще кто-то входит и отвлекает вас, тем значимее, нужнее, важнее. I remember in the 90s, Я помню, когда в 90-х, when I would have meetings with a business person, когда я присутствовала на встрече с людьми бизнеса, and and half of the meeting had gone and they had not been interrupted, проходила половина встречи, при этом никто не заходил и не беспокоил. their phone would ring. Значит, там звонит And say, телефон. Frank, excuse me. Да, Yeah. Фрэнк, извини. Здравствуйте. Да. And I could hear Я слышала the secretary's voice. голос секретаря. Okay. And he's talking to the person like they're an important business Как person. будто это важный деловой человек. Yeah. And I'd just look at him and На smile. них просто смотрел. Because he hadn't been interrupted and his secretary knows Знаешь, что никто его не прерывал, секретарь где-то знает. if he hasn't been interrupted in 30 minutes to call. Если 30 минут никто прерывать не будет, перезвони. So he can be important. Чтобы он мог создать видимость важного. Well, sometimes it was very hard for me not to mention Иногда было очень тяжело не озвучивать, that very important person must have been a very, very close relative of your secretary. что тот человек, который на том конце провода, наверное, просто очень близок с вашим секретарем, потому что Like twin sister. сестра-близнец. So phones. We have a challenge.
Телефоны. Здесь перед нами вызов. Many of you are already doing phone management fairly well. Многие из вас уже достаточно неплохо нашли решение для своих телефонов. I've noticed a lot of businessmen now that are not answering their phones during Я meetings. замечаю сейчас большое количество уже людей в бизнесе, которые перестают отвечать на поступающие телефоны. Their phone will buzz. Телефон поступает They'll look at it не смотрит and they'll kick it off. и But they know who called. нажимает кнопку, но не знает, кто звонил. And so after the meeting, they'll call those people. Соответственно, после встречи мы готовы перезвонить. That's phone management. Это способ справиться со своим телефоном. Pretty good. Pretty Достаточно good. неплохо. But most of us still have, we see the names, certain names. Но у большинства из нас будет следующее. Мы видим определенного человека, который звонит. Excuse me, Извините. I need to take this. Мне нужно ответить. Okay. So we have kind of a large list У нас вроде как слишком определенный список of people who have the right of людей, у instant которых есть contact. право дозвониться до меня, чем бы я ни занимался. And sometimes there are clients who just demand that. Иногда клиенты, которые просто по умолчанию этого ожидают в качестве требования. Or other important people who just, when I call, you answer. Или другие важные значимые люди, которые живут по принципу, когда я звоню, снимешь трубку. So sometimes that's difficult. Поэтому иногда это затруднительно. There's a famous story about that exact thing in America. Есть знаменитый рассказ, знаменитая история по поводу подобного инцидента на территории США. In the early 80s. В начале 80-х. The American automobile industry was failing. It was disappearing. Американская автомобильная индустрия терпела крах. The Japanese just slaughtered them. Японцы их просто We're wiping them out in every category. по всем статьям. Okay. And the president Президент США decided that something needed to be done. решил, что что-то нужно предпринимать. So he asked his experts to find Он попросил своих экспертов if there was anybody in the country that they believed that could turn that around. узнать, есть ли кто-то в стране, который может развернуть ситуацию. And so they gave him a name, Они сказали, как зовут человека. and he called that person on the phone, Они набрали человека. and that person was in a meeting. Человек в тот момент находился на совещании. And so his secretary answered the phone, Секретарь приняла телефонный and the звонок. secretary says, И секретарь сказала, Lee Iacocca's office, офис Лиякоки. may I help you? Чем могу быть полезен? And the person on the phone says, На том конце провода сказали, I'd like to talk to Lee, please. я бы хотел переговорить. It's fairly Мне important. достаточно важно. And she says, I'm sorry, sir, but Она сказала, я приношу Mr. Iacocca is in a извинения, meeting. в данный момент господин Икока находится на совещании. I'll be happy to write a note Я с радостью передал ему записку and put it on his desk. и оставлю его на столе. And he usually returns his calls at 2 o'clock. Он обычно отвечает на пропущенные звонки после 2 часов. So the guy says, well, На том конце okay. сказали, окей. And he says, and she says, and who is calling? Она говорит, скажите, а могу ли я And he узнать, says, кто звонил? I'm the president of America. А с вами разговаривает президент Соединенных Штатов. The secretary looks at the phone like, Секретарь посмотрел. she goes, who? Кто? And he says, the president of America. Президент Соединенных Штатов. She says, really? Правда? He goes, yes. Да. And he goes, she's got a little bit of a problem here, У yeah? него возникла небольшая дилемма. So she says, well, Mr. President, Господин президент, if this is an emergency, если это вопрос, не требующий of отлагания, course I'll break into the meeting, sir. конечно, я зайду на встречу. Okay. And the president says, well, Президент сказал, ну, it's important, это важно, but it's not emergency. но не срочно. You said Mr. Iacocca returns his calls at 2? Вы сказали, в 2 часа он перезвонит. She says, yes, sir. Сэр. And he says, 2 will be fine. 2 вполне Here, give him this special number and tell Передайте ему him, мой номер. and let him know that I'll be waiting for his call at 2. Дайте ему знать, что в 2 часа я буду ждать его звонка. Yes, Mr. President. Да, господин президент. So 2.5 hours later, 2,5 часа спустя he calls the president. он перезванивает президенту. And he didn't know him before that. Он до этого его не знал. And he goes, Mr. President? Господин президент, Lee. Yeah, how can I help you? чем могу быть полезен?
And Lee asked the president, how can I help you? И Ли спросил президента, чем могу быть полезен. And the president says, well, you may know we're having some difficulty with the American automobile Президент сказал, industry. как вам, наверное, известно, у нас небольшие проблемы с американской автомобильной The индустрией. Japanese are beating us up pretty good. А японцы наступают нам на пятки. And I've been told that you're the guy that can change that. Мне сказали, что именно вы сможете это изменить. So I'd like you to change that. Пожалуйста, измени. Please. As soon as you can. Как можно раньше. You make a plan. Составляй план, You tell me what you need. говори мне, что тебе нужно, And I'll make sure you have it. и я тебе это обеспечу. Can I count on you? Можем ли мы на тебя рассчитывать? And that's when, I'm sure many of you know the history, Я думаю, большинство из вас знакомы с этой but историей. that's when Iacocca took over Chrysler and then General Motors and Это был тот рассказ, когда Леко возглавляла и Chrysler, и General Motors. and basically did save the И по American большей части automobile. действительно спас американскую автомобильную. Now, here's the interesting question. Here's the interesting idea for you. Далее для вас интересная мысль. If Iacocca had answered his phone immediately, Если бы Ли Кока бросил все и принял телефонный звонок, the president would have known президент бы решил, that he called the wrong guy. что это не тот человек, который может справиться. Why? Почему? Because no great businessman in America at that time answers their phone immediately. Nobody, Потому что никто unless из лучших бизнесменов не будет отвечать на it все is an входящие actual звонки verified emergency. до тех пор, пока становится очевидным, что это не является вопросом, не терпящим отлагательств. So the president knew he called the right guy. Президент знал, он обратился к тому самому человеку. So phones. Телефоны. We have a terrible trouble with phones. У нас с вами здесь большие проблемы с телефоном. And one of our challenges is to control the damn thing. Один из наших вызовов — начать их контролировать. Most Russian business guys are doing pretty good now. Большинство русскоязычных бизнесменов на сегодняшний день уже неплохо But справляются, still way too many но interruptions. по-прежнему слишком много отвлекающих факторов, Really damaging our companies. которые по-настоящему начинают вредить организации. And number 6, and incredibly important. Шестое и очень важное, Incredibly important. очень важное. Okay. In the past marketplace, В предыдущих структурах the talking that employees did among themselves те беседы, которые происходили между сотрудниками, helped the marketplace be controlling. помогали рынку сохранять позиции контролируемого. If I want to control people, Если бы я задавался целью контролировать, if I want to pay lots of money to people who don't work in the company, продолжать давать отчисления людям, которые к бизнесу отношения не имеют, if I want to have black business, если бы я хотел вести черный бизнес if I want to steal, или красть, okay, then I have to do something to keep the employees from interfering with that. тогда человек должен гарантировать себе, что сотрудники, исполнители не будут этому процессу мешать. So the closed system developed this incredible skill. Соответственно, закрытая система разработала потрясающий навык. If you want to swim across a river full of piranha, Если бы вы задавались целью переплыть через реку, в которой кишат рыбы пираньи, and you don't want to be eaten, вы не хотели бы, чтобы вас съели, or you go about 200 yards downstream, 200 метров вверх, and you kill something, убивая что-то, and throw it in the water. и забрасываете тушу в воду. And piranha from half a mile in both directions Пираньи в радиусе полкилометра со всех сторон will come and devour that thing. начинают набрасываться на тушу. So 200 yards away from that, Все, что в 200 метрах от туши, you can swim across the river with no problem. можно уйти без проблем. Well, that's exactly what the past business leaders did. Именно так поступали предыдущие бизнесмены. They supported what we call negative rumors Они поддерживали то, что мы называем негативные слухи or complaining. или нытье. Basically, they turned the people against each other. По большей части ситуация, где наши и чужие. And division by division, department by department. Департамент один, департамент другой, подразделение такое, подразделение это. The drivers get paid for doing nothing. Водителям платят, они вообще ничего не They sit делают. around all day Сидят целый день, and play dominoes играют в домино. and the drivers, the market guys don't do anything. They just sit around and И think all day. We do the real work. А маркетологи, что они работают? Они вообще не работают. And this guy's an idiot and that guy's a jerk И and этот this плохой, и guy. этот глупый, и дальше по списку. So they train people to eat each other. Соответственно, создавалась среда, где человек человеку волк. And people got used to it.
Люди начинали привыкать к такой and атмосфере. they started to call it normal. Они начали считать, что это норма. Okay? It's not normal. Это не норма. And it's an epidemic in our businesses. Это эпидемия наших с вами компаний. The negative rumors about each other and the complaining about everything. Слухи и жалобы обо всем в жизни. Okay, maybe there's lots of things to complain about, but the complaining doesn't do any good. Я согласен, что причин для жалоб достаточно, но когда ты жалуешься, ты ничего не меняешь. This is a big one for us. Это для нас достаточно серьезная проблема. This is not easy. Это непросто. It has become normal. Жалобы стали нормой. And you actually hear people say, нормально. И вы на самом деле будете слышать, как люди считают, что это нормально. A company is a big family. Компания подобна увеличенной форме семьи. Imagine if you walked into a family. Представьте себе, вы знакомитесь с той Companies have the same dynamics, the same structure, the same hierarchy. Принципы, та же иерархия, что и в семьях. Basically, any human organization has a similar structure and hierarchy. По большей части у любой организации, которую составляют люди, будет подобная семье динамика с иерархией You структуры. walk into a family, Представьте себе, вы знакомитесь с новой семьей. and you hear two of the kids Вы слышите, как двое детей в семье talking about their mother. говорят о своей маме. You know, and mother's an idiot. Мама идиотка. You know, she should have never got that job. И вообще нельзя было позволять этим She makes bad decisions. She doesn't know what she's которое она doing. принимает, она вообще не знает, She как yells for no reason at all. орёт She's just беспричинно. terrible. Ужасная мать. And then a brother walks up, Затем заходит брат, sees the other two talking. видит, как еще двое He разговаривают. says, "Are you guys bitching about mom again?" И по поводу мамы опять. Yeah. Да. Shit, mom. Мама. Mom is a jewel Мама вообще подарок. compared to that По idiot we have сравнению as с a тем father. идиотом, который нам достался в качестве отца. That guy's dumb as a rock. I've never seen anybody that stupid. I Тупой mean, как пень. Вы вообще таких тупых. you know what he did yesterday? Вы знаете, что он сделал вчера? And so here's the three kids in the family in the hallway Соответственно, трое детей в семье, в коридорах, talking about their parents like that. обсуждают вот так своих родителей. Would you consider that a healthy Вы family? считали, что это пример здоровой семьи? Would you want that happening in your family? Вы хотели такую атмосферу в своей семье? Well, it's happening in your business. Но в вашем бизнесе именно так. And your business is simply a large family. Ваш бизнес это попросту увеличенная форма семьи. All the same roles, all the same opportunities, Те же all the роли, same, те же возможности. the parents and the children and the cousins and the brothers and the little brothers and the big brothers and so forth and so on. Business is the same. Те же роли мамы, папы, бабушки, дедушки, двоюродные. В бизнесе те же роли. And businesses are a living organism, just like families are. И бизнес также является, компания также является живым организмом, равно как и семья. Football teams. Футбольная команда, футбольный Football клуб. teams fall apart Футбольные клубы распадаются, because the players complain about each other. потому что начинаются жалобы игроков друг на друга. Great players can't win a game Когда лучшие игроки не способны выиграть матч. Почему? because they're not a team. Потому что они не команда. They're not coordinated. They're not working together. Они не скоординированы. How do Они you know? не сотрудничают. Как вы об этом узнаете? Listen to them talk. Послушайте, как они общаются. Listen to them talk at dinner. Listen to them talk Как они общаются, when когда nobody's принимают around. пищу, Listen. когда никого другого нет рядом. If they're standing around talking about what's wrong, Если они стоят по углам и рассказывают о том, насколько все then плохо, they are what's wrong. то они являются источником того, Oh. почему все плохо. In a company, by the thousands. В компании такое перемноженное на 1000. So rumors, Соответственно, Negative rumors. негативные слухи. tragic in a company, Для организации sad. это и трагично, in a country, для страны. and you know what I mean. И вы знаете, о чем я. Okay? Complaining does not fix anything. Нытье и жалобы ничего не исправляют. Complaining stabilizes the bad. Нытье замораживает негатив. So, in great companies, do people talk about each other? Соответственно, в лучших организациях говорят ли люди друг о друге? Sure, Конечно. often. Часто. What do they talk about? О чем? They talk about each other's successes. Об успехах друг друга, They talk about each other's clever ideas. о прекрасных идеях, которые пришли другому They talk человеку, about the incredible report that somebody did to turn in here. о прекрасном отчете, который у человека получилось создать. Okay. They use their talking about each other to make the company better. Они используют ситуацию, где можно говорить о чем-то, что сделал другой, чтобы сделать друг друга лучше. We have a long way to go, don't we? Но у нас с вами еще очень большой путь к этому впереди, верно? We have a long way to go. Большой путь. Do we know what to do? Знаем ли мы, что делать? Sure we do. Конечно.
Do we know how great companies work? Of course we do. Знаем ли мы, как устроены лучшие компании? Конечно. Do we know how to teach a company in Russia to dominate its marketplace? Of course. Знаем ли мы, как обучить русскоязычные организации, как стать доминантными в своих нишах? Конечно. Is it a commitment to learning? Is it a commitment to a different game? Становится ли это синонимом тому, чтобы пообещать себе действовать по-другому, идти по другому пути? Guys, we've played one game all of our lives. Ребят, мы с вами играли в одну разновидность игры всю Football. жизнь. Например, футбол. We know every nuance, Там был изучен Every каждый habit. нюанс, каждая привычка, every idea, каждая идея, every complex relationship, каждая сложная every взаимосвязь, different role, свои роли, how those roles support each other. как эти роли друг друга поддерживают, Okay, how one player can help another player even though it's not his role. как один игрок может помочь другому, даже если это не является его первоначальной позицией. And that game is simple И в той игре все просто, compared to business. по сравнению с бизнесом. Business is a game. Бизнес — это игра. Business has rules. В бизнесе есть свои правила. We've come from a way to play business. Мы с вами родом из определенного понимания, как вести дела. Imagine, we've played football all our lives. Представьте себе, всю жизнь мы играли в футбол. It's ingrained in us. It's built into us. Оно уже полностью пропитало нас. And somebody says, guys, И вдруг кто-то объявляет: ребята, guess what? угадайте что? Football, Футбол. game over. Игра окончена. Tennis. Tennis. Okay, everybody, tennis. Все слышали? Теннис. Ready to go? Время пошло. Let's go. Tennis. Теннис. And people go, what the hell is tennis? Что такое теннис? How do you do it? How do you play it? Как это What? делать? Как это играть? It works like this. Работает вот так. You change the name on your door. Меняешь табличку на входе. You change how instead of treating people badly, you be nice to people. Вместо того, чтобы орать, начинаешь всем улыбаться. And they'll make money. Все, они начнут сразу приносить тебе прибыль. Ready, go. Время пошло. Wow. Every habit is from football. Каждая привычка у вас Every rule is from по-прежнему из футбола. Каждое Every задание idea, футболиста. every philosophy, every Каждая principle. философия, каждый подход. And somebody says, sorry, И тебе кто-то говорит: извини, конечно, tennis. но теперь теннис. And so what do? We start reading. Что мы делаем? Начинаем читать. We start trying. Начинаем пробовать. We try to play tennis. Начинаем играть в теннис. But sadly, every habit we have Но, к сожалению, каждая привычка, с которой мы приходим, brings us back to football. снова возвращает нас к привычному футболу. So we are changing. Соответственно, мы меняемся. We are learning. Учимся. You are actually doing incredibly well considering the challenge that's been placed before you. У вас на самом деле отлично идут дела, если действительно оценивать тот вызов, который был вам брошен. You are changing a market Вы меняете определенный and the рынок habits of millions of people и привычки миллионов людей. faster than it's ever been done before in human history. Быстрее, нежели оно когда-либо делалось до вас за историю существования людей. I know it seems slow when we're in it, Я знаю, что когда ты посреди этого живешь, кажется, что время движется слишком медленно. but looking at it from the outside, Но когда ты в состоянии наблюдать за этим извне, it took 200 years 200 лет, for America to develop the business market that it had and is now losing. чтобы Америка 200 получила развитие рынка на том уровне, на котором он был, и теперь теряет. We've had about 25 serious years, maybe 35 if you consider 25 серьезных лет, может the быть, chaos we started with in учитывая тот the хаос, который late 80s and начинался. early, in the 80s. Конец 80-х, But as 90-х. far as serious development, Но с точки зрения серьезного it развития, started about the middle of 95. все началось где-то в середине 90-х. So we are babies, Поэтому мы новорожденные. but we have accomplished, I hope you don't mind me counting myself as part of this process. But you guys have done more in 25 years than any other marketplace in history. Ближе, нежели за 25 лет, нежели любые другие рынки были в истории. Doesn't mean we're all experts at tennis. Не означает, что мы все профессиональные теннисисты. We've got a lot to learn and a lot to do. Очень много вещей еще предстоит осуществить, и очень многие вещи нужно делать. So I hope the things we've talked about for a very brief time here, о которых мы с вами говорили. I hope some of them have been interesting and important for Надеюсь, you. некоторые из них были для вас ценными и полезными. We just covered about 6 days of professional training in a very short period of Мы time. с вами здесь за очень краткий промежуток времени озвучили материалы, на которые обычно посвящается суммарно 6 дней. A lot of the things that I talked about today are basic
Большое количество вещей, о которых я говорил сегодня, кажутся достаточно простыми и начальными. But not simple, not simple. Но не простыми. But you're doing it, you're accomplishing it. Вы это делаете, вы осуществляете. Obviously, if you can find a good coach who knows how to play tennis. Однозначно, если вы способны найти качественного коуча, который в свое время был профессиональным теннисистом, And you can get some advanced help. При этом получить помощь взрослую. Of course, that's valuable. Естественно, это ценно и And помогает. it speeds up the process. Конечно, оно ускоряет процесс. Okay, so work, keep going. You're doing good. Продолжайте двигаться дальше. Okay. У So, вас хорошо идут дела. it's been my pleasure to be with you. Мне было приятно быть среди вас. I want to say thank you very much Хочу сказать вам большое спасибо. to Alexei Bonchar. Благодарность Алексею Гончару. Yeah. And thank you very much to you guys. I hope it's been valuable for you. И его команде. Спасибо вам за то, что принимали участие. Будем надеяться, что материал будет для вас полезен. Olga, thanks for your help. Спасибо, Ольга, за помощь. Okay, and I hope to meet you guys one of these days. Буду надеяться, в один из дней где-то вас увидеть. Congratulations on your hard work. Поздравляю с вашими усилиями. You're doing good and you're winning. У вас хорошо идут дела, у вас получается. You are. Goodbye.